Всем привет! Сегодня решил продолжить тему септика, так как много было вопросов, и хочу сегодня его открыть, посмотреть, что внутри, уже показать. Много было вопросов непонятных, связанных с септиком, и эта тема, наверное, как-то актуальная. Вот сейчас на месте, немножко здесь выкосил траву. Сейчас покажу, как оно выглядит. Вот, в принципе, вот так сейчас выглядит септик. Вот здесь копалось все до этого. Обойду сейчас его вокруг. Здесь уже папоротник вырос. Кое-какие есть замечания. Сейчас тоже расскажу о них. Вот так вот септик выглядит с другой стороны. Вот здесь вот излив. Эту трубу, в принципе, уводят вниз и делают дренаж, насыпают щебнем. Но вот здесь видно, как у меня все происходит. Так как у меня нет такого большого потребления воды, то, соответственно, и такого дикого излива какого-то тоже нет. Вот так вот оно сейчас здесь все заросло. Теперь из нюансов. Когда уже делали в спешке, накидывали эту землю. Я ее, кстати, взял землю чернозем отсюда. Здесь вот все заросло. Теперь из нюансов. Вот поверхность земли, которая здесь была накидана трактором, она не везде, равномерно грунт засыпался. И было бы неплохо сейчас вот здесь, в этих местах, досыпать до уровня, чтобы не смывалась эта часть. И укрыть вот до вот этих вот плит, которые заливались с цемента. Эта поверхность уже будет неровная. Тогда-то я просто накидал эту всю часть ковшом. Какая земля была, то и накидывал. Но у меня сейчас есть лишний чернозем, я его аккуратно закультурю. Оно сейчас везде проселось, нашло свое место. Где-то заросло, приросло. Вот так выглядит эта поверхность сейчас. Поляна, которую я показывал. Внизу речка шумит. Вот здесь она проходит. Окей, откроем, посмотрим. Вот эти вот потоки с этих трубок можно регулировать по-разному. То есть краном я могу добавлять либо вот эта вот трубка, которая идет, это идет со дна, аэрлифтом воздух поднимает воду и выплевывает в это ведерко. С этого ведерка раз в какой-то период просто можно выкидывать ил, который крупный взвесит. А эта трубочка, я сейчас покажу, она уже идет с вот этого, вот с этого отстойника. И вот здесь, вот тут, перетекает уже с третьей камеры. Вот так вот она течет, эта водичка. Она снизу засасывается. И потом через вот эту вот эта трубка, это подача воздуха, а потолще трубочка белая. Это трубка, через которую воздухом все засасывается, поднимается сюда и отсюда наплескивается уже сюда. И так вот происходит циркуляция.
То есть, еще раз, вот эта вот длинная трубка, она с этой камеры, вот она, засасывает все со дна, вот эта толстенькая. Вот она. Она со дна засасывает все в себя и поднимается и выплескивает вот в эту трубку, через эту трубку вот сюда, в эту камеру. А рядышком тоненькая трубочка вот эта. Это просто подача воздуха с насоса. Воздух у меня подается вот с этой трубки. Теперь, как происходит регуляция потока? Самое главное, чтобы не упал телефон туда. Теперь, вот если мне нужно увеличить поток, я либо закрываю одну трубку, подачу воздуха, вот так вот здесь, немножко закрываю, пошел сильнее воздух снизу. Пошел воздух. Я закрыл трубку, подачу воздуха на эту камеру, и у меня усилился аэратор снизу с этого диспенсера, или как он называется, ну, аэратор, который на вот эти вот кассеты подает воздух. Сильнее пошел на него. Теперь я открываю вот здесь немножко поток. Это у меня пойдет в эту трубку. Сейчас мне еле с нее капает, видно. И я ее открываю. И вот воздух начал дуть и поднимать воду. Сильнее. Я его еще сильнее могу открыть. Мне пойдет еще сильнее воду. Вот он. Эта трубка может иногда забиваться, потому что там могут быть какие-то взвеси. Но если ее вот так вот попробовать немножко потому что там тяжело поднимать. Не забитая. Итак, я поменял, я вот эту вот трубочку укоротил, это налило ведерко. Вот, и сейчас покажу, как регуляция происходит. Вот этой вот я сейчас буду открывать поток воздуха сюда, мне будет уменьшаться поток воздуха снизу. Получается, эта трубка, еще раз, засасывает благодаря воздухом. Вот маленькая тоненькая трубочка вот эта с краником, она нагнетает воздух вот в эту толстую трубку. И воздух поднимает воду со дна. Так происходит аэрлифт, так называемый аэрлифт. Теперь, как это работает? Я вот сейчас буду открывать кран, вот этот воздухом, и воздух будет нагнетать воду, и воздух поднимается со дна, засасывая илистую массу и то, что там осталось снизу. Вот я открываю, открыл, вот пошел воздух, вот он со дна прям перемешивается, что там есть, выплевывает ведерко. Все, и так происходит перемешивание взвеси в этой камере. Теперь я запустил вот это перемешивание. У меня есть еще одна трубка с той камеры. Это вот эта трубка. Теперь воздух у меня снизу кассеты подается. То есть здесь у меня аэробные бактерии. То есть они будут жить благодаря тому, что здесь есть воздух. Но теперь нужно еще забрать вот с этой камеры вот эту вот отстойную воду, которая вот здесь. Вот. Отсюда. Вот через эту трубку. Теперь я должен подать воздух сюда, чтобы он, поднимаясь, поднимал все со дна и выплевывал обратно. Значит, я беру вторым краном. Второй кран. Вот второй кран. Я потихоньку открываю. О, забулькало. Теперь у меня уже есть
поток, который идет снизу и возвращается с другой камеры. Там, где нету подачи воздуха снизу. Там, где анаэробные бактерии. Вот. И вот теперь две трубочки. Вот так вот их можно поставить. Они две возвращают в эту камеру. Теперь, если здесь поток, объем воды повышается, то через перелив, вот там перелив есть, вот перелив. Через этот перелив отстойная вода начинает вон потихоньку вытекать. И все, и вот получается, сколько сюда влилось, столько обратно, или наоборот, вылилось, забралось отсюда, перелилось, выливается обратно. И так вот оно замешивается. Теперь, если я воду от дома, вода от дома у меня заливается сюда, уровень поднимается, вот это все перемешанное, там, не знаю, сутки или сколько оно мешается, поднимает и здесь уровень, и немножко сливается уже отстойной вот в этой камере водичка уже туда. Вот и все. Таким образом происходит работа септика, биосептика, где присутствуют бактерии анаэробные и аэробные, то есть те, которые живут без кислорода в этой камере и с кислородом в этой камере. А механический перемешивание, механическое перемешивание происходит за счет того, что воздух снизу хочет подняться, засасывает воду, тем самым масса воды с взвесями поднимается наверх, и это все вот так вот накидывается обратно наверх на вот эту вот кассету, биозагрузка называется, на которой живут уже водоросли, микроорганизмы, которые развиваются за счет воздуха. Вот так вот устроен биосептик. Здесь, наверное, здесь получается объем этого септика 3 на 2, 6, ну порядка там 7 кубов, может чуть-чуть больше, я могу ошибаться, но я думаю, что порядка 7 кубов емкость воды. Я созванивался с фирмой, которая занимается биосептиками профессионально и устанавливают биосептики в труднодоступных районах или там в частных домах. Вот такого объема септика, он, во-первых, не так устроен, и у него нету возможности вот так вот свободного доступа. То есть в метровых кольцах и спокойно туда, я могу спокойно залезть туда, поменять все, что мне надо, достать, ну то есть все можно с подручных средств сделать. Порядка 6-7 тысяч долларов вот этот вот септик стоил. Мне он обошелся совершенно других денег, из расчета того, что, по-моему, 300 кирпичей, если я не ошибаюсь, по-моему, около 300 кирпичей, 28 гривен кирпич один стоит. Здесь также очень важно сделать вот эти вот круглые края, потому что первое время у меня септик пропускал очень сильно. Вот видите, вот эта часть, это просто вот такой вот сотой трубой были вот так вот сглажены углы доверху, и потом это все промазано уже гидроизоляцией CR65. CR65 очень хорошо работает, это не реклама, просто ну все, по-моему, 3 мешка я сюда брал. Кольца, которые не кольца, а крышки пластмассовые по 50 долларов, то есть здесь 100 долларов крышки, 300 долларов шлакоблок, плюс работает 10 дней, я считал. Но можно было бы сделать и быстрее, на самом деле отвлекались на другие работы. Кстати, вот еще один момент, тоже хорошо видно, вот в этой камере все бурлит за счет воздуха. А вот это вот этот перестенок, это как бы одна камера, этот перестенок служит разделителем между этой камерой и вот этой камерой. И в этой камере вода не перемешивается. То есть воздух не должен попадать снизу в нее. Здесь должен быть четко вот такая как бы стоячая вода. Она медленно должна подниматься. И вот этот верхний слой
верхний слой, который здесь отстроенный, он должен переливаться уже через вот эту вот трубу. Это важный момент. Там внутри, для того чтобы не было перемешивания, стоят подоконники под наклоном. 3 подоконника. 3 подоконника. С одной стенки, с другой стенки, еще с одной. Таким образом, чтобы снизу тоже все, что ссыпается вниз, не поднималось наверх частички. То есть, соответственно, здесь возникает вода, верхний слой без взвесей, ну, с минимальным количеством взвесей отстоянной, и она перетекает уже туда. В ведре ведро не очень, надо с ней какую-то доработку сделать. Я на ней сделал дырки, и вот эти дырочки иногда забиваются. Сейчас их прочистил и покажу, как ведерко должно циркулировать. Оно должно сыпаться, слиться полностью со всех сторон, с дырок струек. То есть не переливаться, не через верх, а через дырки. Вот так. Вот так вот оно должно литься. Вот через вот эти вот дырочки. Не переливаться через верх, чтобы максимум задерживался в ведерочке. Это можно еще что-то дорабатывать. Если есть какие-то предложения, тоже пишите, потому что вот это единственное место мне пока оно не нравится. Ну, как-то так. Ну, вроде как все. Есть маленький обзор. Немножко откроет занавес вот этого септика, вот этой всей истории. Но она реально работает. Ребята, круто. Я очень доволен. Доволен того, что я не загрязняю вообще окружающую среду. Оно само себя чистит. По энергозатратам это около 20-30 ватт компрессор. Вот. И здесь залитая вода. Считайте, там 5 кубов воды залито. Все. Ну, как-то вот так вот. Окей, будут вопросы, я буду рад всем ответить. Пишите, комментируйте. Приветствуются любые отзывы, позитивные, негативные. Если там какой-то плохой звук, тоже пишите. Я это элементарно могу переделать.